Глава 12. «Все получается просто отлично», – сказал Чес Райлану в среду, придя к зданию церкви, чтобы помочь с покраской. На дальнем конце здания работал Филипп Лефферс, и в данный момент рядом с Чесом и Райланом никого больше не было. «Дело продвигается», – согласился Райлан. «Не знаю, сколько раз я еще смогу отпроситься с работы, поэтому я рад, что дело идет быстро. Завтра мне придется работать в конюшне за сегодняшний отгул». «Он все еще пытается продать вам конюшню?» «Да, как правило, после того, как выпьет. Но я знаю, что он действительно хочет, чтобы я купил ее. Жаль, что у вас нет полдюжины здоровых и крепких сыновей, чтобы они помогли управляться с этим делом. Тогда вам было бы нетрудно. По-моему, вы забываете, что мне всего 26 лет. На данный момент для меня не представляется возможным иметь сколько-нибудь здоровых и крепких сыновей». «Чушь!» – подзадоривал Чес. «При ваших габаритах они будут здоровяками уже в возрасте 5 лет». Райлан рассмеялся. Он привык к шуткам, касающимся его роста, и, по правде говоря, они никогда не беспокоили его. Однако в последнее время он все чаще задумывался о том, захочет ли одна небезызвестная девушка выйти замуж за такого великана, как он. «Как идут дела с Бри?» «Я как раз подумал о ней», – признался Райлан. «Как мужчина может узнать, хочет ли женщина, чтобы он за ней ухаживал?» Это нелегкий вопрос. Все женщины разные. Я не хотел бы, чтобы мой ответ прозвучал непонятно, но я думаю, что вы это обязательно почувствуете. Райлан кивнул, продолжая работать, двигая щеткой вверх и вниз по стене. «Я наблюдал за ней в воскресенье», – сказал Чес. «Вы говорили о чуде воскресенья, и ее глаза были полны восторга. И потом она взяла на руки Нелли, а когда Хайди захотелось внимания, она притянула к себе и ее. Это была очень трогательная картина». Райлан покачал головой. «Я не могу даже взглянуть на нее, когда проповедую. Когда она находится в церкви, она совершенно перестает контролировать выражение своего лица. И я могу прочитать на нем все ее чувства. Удивление, надежду и осуждение». Тут к друзьям подошел Филипп, и они оставили эту тему, хотя Райлан знал, что Чес обязательно заговорит об этом снова. Он был настоящим другом. «Знаете что?» – сказала Джанет, когда Сабрина пришла в четверг на работу. «Что?» «Мы все доделали, и я думаю, что сегодня мы можем взять выходной». «О!» – удивилась Сабрина. «Вы уверены?» «Да, мэм». «Они сегодня красят церковь?» – спросила Сабрина, и Джанет была рада, что уточнила это заранее. Она заметила усталость на лице девушки и знала, что поступает правильно. «Нет, не красят. Я подумала о том, что вам стоит арендовать тележку в конюшне и съездить к Кассиди. Она рассказывала мне, как вы отлично провели время в прошлое воскресенье. Стоит это повторить». Сабрина внимательно посмотрела на женщину. Подобное никогда не приходило ей в голову, но это, безусловно, было бы весело. «Я никогда не делала этого раньше». «Это нетрудно. Касси до замужества ездила в гости к Мэг каждую среду. Пит или Райлан запрягут вам лошадь, а Холден раньше находится прямо за городом, с левой стороны. Вы не проедете мимо, просто внимательно смотрите на дорогу». Сабрина не знала, что и сказать. Но Джанет и не ожидала ответа. Она проводила девушку до дверей и смотрела ей вслед, пока та шла по улице. На губах Джанет играла довольная улыбка. Райлан еще не вернулся в кузницу.
Перед уходом он почистил несколько стойл и потратил немного времени на то, чтобы успокоить испуганную кобылу, которая била копытом, пытаясь выбраться из стойла. Ему предстояло подковать ее до конца дня, и его не особенно вдохновляла подобная перспектива. Заметив Сабрину, он подумал о том, сколько времени девушка простояла в конюшне, ожидая, пока он обратит на нее внимание, но не спросил ее об этом. Как и в прошлый раз, Сабрина вошла и осталась стоять около стены с крюками по 3 и по 6 центов. «Привет», – сказал Райлан, направившись к ней. «Я хочу арендовать повозку», – сказала Сабрина, не веря, что она это произносит. «В самом деле?» – переспросил Райлан, сдерживая улыбку и не понимая, каким образом человек может выглядеть настолько уверенным и нерешительным одновременно. Не говоря уже о ее красоте. Он еще не видел ее в этом бледно-голубом платье, которое было на ней сейчас и которое так ей шло. «Я собираюсь навестить Кассиди». «Отличная идея! Вы когда-нибудь управляли повозкой?» «Это было давно». «Я думаю, что у меня есть как раз то, что вам нужно». «Мне не хотелось бы, чтобы лошадь унесла меня в неизвестном направлении», сказала Сабрина на всякий случай. «Вряд ли это случится», сказал Райлан, планируя предложить ей Кэнди. «Эта лошадка останется спокойной, даже если у нее загорится хвост». Джанет сказала, что Кассиди раньше часто ездила на ранчо. «Каждую неделю». После этого ответа Сабрина умолкла. Она немного паниковала по поводу всей этой затеи и подумала о том, что, возможно, ей следовало бы лучше навестить Хезер и Бекки. Пока Райлан не начал запрягать лошадь, еще не поздно было передумать. «Мне немного страшно», – начала Сабрина. И Райлан, уже вносивший упряжку в широкий проход между стойлами, остановился, опустил ее на землю и подошел к девушке. «Вы хотите сказать, что не справитесь с упряжкой?» «Да. И Кассиди не ожидает меня сегодня. Я даже не знаю, дома ли она». Райлан едва не сказал, что он уверен в том, что она окажется дома, но заставил себя промолчать. Он подошел к дверям, посмотрел вдоль улицы и улыбнулся, увидев знакомый фургон. «Я думаю, что в магазине вы сейчас застанете кого-нибудь с ранчо. Зайдите туда, и потом вы сможете поехать на ранчо вместе». Сабрина посмотрела на улицу в ту же сторону, куда смотрел Райлан, но не увидела ничего, что подтверждало бы его слова. Она уже почувствовала себя глупо от того, что побеспокоило его, и ей не хотелось усугублять ситуацию, уточняя, что именно он увидел. «Сколько я должна заплатить вам за потраченное на меня время?» – спросила она вместо этого. $5, пошутил Райлан совершенно серьезным лицом, и Сабрина не выдержала и рассмеялась. Райлан тоже улыбнулся, а потом заговорил. «Вы можете оказать мне одну услугу? Зайдите на обратном пути из магазина ко мне и дайте знать, нужна ли вам упряжка». «Я так и сделаю. Спасибо, пастор Райлан». «Вы можете оказать мне заодно и еще одну услугу. Зовите меня просто Райлан». «О», – произнесла Сабрина. «А как я называла вас до сих пор?» «Пастор Райлан». «А вы называете меня Сабрина, верно?» «Да». «Но все остальные называют меня Бри». «Я тоже обратил на это внимание». «Но почему?» Райлан не ответил. Он вышел из конюшни и крикнул. «Касси! Остановитесь на минутку!» Кассиди остановила фургон и увидела, что Райлан махнул ей рукой. Затем он вернулся к ожидавшей его девушке. «Сабрина, вы сами скажете ей, что хотите поехать на ранчо, или же вы хотите, чтобы об этом сказал я?»
Я могу сказать ей сама. Ответила Сабрина, но ее голос звучал крайне неуверенно. Райлан вместе с ней подошел к фургону и поздоровался со своей старой знакомой. «Вы сегодня рано приехали в город, Касс». «В самом деле?» – согласилась она с улыбкой. «Как дела, Бри?» «У меня все в порядке. Вы сегодня очень заняты, Кассиди?» «Нет, не особенно», – ответила Кассиди и затем сообразила. «Вы хотели бы поехать со мной за город?» «Да, я только что собиралась арендовать упряжку, но у меня нет уверенности, что я с ней справлюсь». «Раньше я делала это каждую неделю, когда ездила к Мэг», – сказала Кассиди, улыбаясь своим воспоминаниям. «А, проговорила Сабрина, которую вдруг посетила неожиданная мысль. «Если я не возьму в аренду упряжку, то кому-то придется меня везти обратно в город». «В какое время вы хотите вернуться?» – спросил Райлан, прежде чем Кассиди успела предложить свою помощь. «После ужина, Рай», – заговорила Кассиди. «И вы тоже приезжайте и присоединитесь к нам». «Спасибо, Касси, я буду рассчитывать на это». Не успела Сабрина ничего сообразить, как уже сидела в фургоне вместе с Кассиди. У молодой женщины были еще кое-какие дела в городе. После того, как они были сделаны, женщины отправились в путь. Они были на полпути к ранчо, когда Сабрина вспомнила, что Райлан так и не сказал ей, почему он называет ее не так, как все. «Мне нужно немного поспать», – сказала Кассиди после обеда. Трейс пошел на улицу работать, а его жена рассказала Сабрине, что все кругом настаивают на том, чтобы она заботилась о себе во время этой первой беременности. После того, как родится первый ребенок, ей нужно будет постоянно заботиться о нем, и не всегда найдется время для отдыха. Сабрина ничего не имела против того, чтобы немного побыть одной. Кассиди уже показала ей ручей, который протекал через их участок, и девушка отправилась туда с покрывалом в руках, чтобы отдохнуть у воды. Воздух был чудесным. Было невероятно приятно снять чулки, и когда Сабрина опустила ноги в прохладную воду, ей стало немного зябко, но это все равно было чудесно. Сабрина оглядывала ранчо, возвышавшиеся вокруг горы Биттеррут, и ей вдруг стало жаль, что у нее не было с собой Библии. Но через несколько минут сожаления прошли. Недаром Райлан побуждал членов своей общины выучивать отрывки из Писания, чтобы всегда иметь его в своих сердцах. Сабрина вспомнила о книге «Исход». Она читала эту книгу несколько дней подряд и размышляла о пути Моисея к Богу. Она никогда раньше не слышала подобной истории и была поражена ею. На память девушки пришел стих из 3 главы. Сабрина не знала его наизусть, но ей вспомнились слова о том, что Бог был с Моисеем и что он привел его к горе. Это было так много лет назад. И сколько верных служителей было у Тебя, Господи, на протяжении этих лет. Я чувствую себя такой маленькой и ничтожной, но ведь Ты видишь каждого из нас в любое время и в любом месте. У Тебя есть план для моей жизни. Пастор Райлан. Сабрина улыбнулась. Райлан все время говорит мне об этом, и сейчас я вижу, что так и есть. Я очень многого не знаю. Помоги мне продолжать учиться. Мне становится не по себе, когда я думаю о том, что Кристал и Элиза никогда не примут тебя и не уверуют, но от меня не зависит время их обращения к тебе. Только ты знаешь их путь. Сабрина поняла, что совершала поступки, в которых ей нужно было каяться. Она слишком много брала на себя. Ей хотелось контролировать события и хотелось для каждой женщины, с которой она знакомилась, стать спасительницей.
Открывшись в этом Богу, Сабрина почувствовала удивительную свободу и мир в душе. Даже само осознание того, как глупо с ее стороны было полагать, что она может соревноваться с Богом, давало ей ощущение свободы. Сабрина по-прежнему была погружена в эти мысли, когда увидела, что к ней идет Кассиди. «Вам не удалось заснуть?» – спросила ее Сабрина. Кассиди засмеялась. «Уже прошло почти 2 часа». Сабрина не знала, как она могла не заметить этого. «Здесь очень быстро летит время», – сказала Кассиди, садясь рядом с девушкой на покрывало. «Оно просто перестает существовать, и я очень люблю это ощущение». «Я могу это понять». «Вы спали?» – спросила Кассиди. «Я думала о многом». «А именно?» У одной из моих соседок недавно заболел новорожденный ребенок. Той ночью она впервые позволила пастору Райлану помолиться с ней. Я надеюсь, что она захочет услышать больше и что с малышкой все будет хорошо. «Как ее зовут? Я тоже буду молиться о ней». Ее зовут Элиза, а новорожденную девочку – Мирабель. «Мне нравится имя малышки». Красивая, правда? «Да. А у нее есть отец?» «Нет». На память Кассиди пришли кое-какие слова Джанет о том, что Сабрина живет в неблагополучном районе. Кассиди была обеспокоена, когда услышала об этом, но больше всего сейчас она была взволнована судьбой молодой матери. «А куда делся отец?» Вряд ли Элиза знает, кто отец ребенка. Она проститутка. «И она ваша соседка?» – спросила Кассиди, надеясь, что ей удалось скрыть удивление. Она не знала, что она понимала под пониманием неблагополучный район раньше, но только не это. Я искала дешевую квартиру, и это привело меня на Виллоу-стрит. «И вы там живете?» «И собираюсь жить. Я бы переехала в более спокойное место, если бы нашлось какое-то жилье, которое я могла бы себе позволить. Но из-за работы у меня просто не остается времени на поиски. Скажите мне», – спросила Сабрина, пока Кассиди не успела задать ей следующий вопрос. «Это правда, что вы открыли мастерскую швейные изделия Токен Крик?» «Да». «А как вам удалось начать собственный бизнес? Вы взяли ссуду в банке?» «Моя мать дала мне деньги, и это было огромной помощью. Я знала, что я достаточно хорошо шью, чтобы заработать себе на жизнь, но, по правде говоря, я не знала, заинтересует ли жителей Токен Крик мое начинание. Вышло так, что они меня поддержали, но это был риск». Сабрина кивнула, она была в восторге. «Вы хотите начать свой бизнес?» «Я ничего не умею делать настолько хорошо, чтобы начать бизнес, и я не против того, чтобы работать у Джанет и Джесси. Я восхищаюсь Джесси. Она делает такое большое дело, но я бы очень не хотела растить своих девочек в магазине». «Она удивительная. Однажды она сказала мне, что мечтает построить себе дом, но она все время занята. Магазин отнимает все ее время». «А вы с ней когда-нибудь говорили о том, во что она верит?» В наших разговорах этот вопрос никогда не вставал, и мне не хочется ее спрашивать. «А вы знали, что Джеб – ее кузен?» Он что-то говорил мне об этом. Они с Джесси годами беседовали о Боге, и она очень уважает Джеба и Райлана, но при этом не считает, что она нуждается в церкви или в Библии. Она думает, что она и без того хороший человек. Тут Сабрине пришла в голову неожиданная мысль. У проституток было одно большое преимущество. Они никогда не считали себя слишком хорошими. Возможно, они и не захотели бы выслушать вас, но это не потому, что они считают себя безгрешными. «Ну?»
произнес Трейс громко, предупреждая о своем приближении, заметив босые ноги Сабрины. «Вы, похоже, не скучаете». К тому времени, когда Трейс подошел к женщинам, Сабрина успела спрятать свои чулки и засунуть ноги под подол юбки. Трейс опустился на землю, поцеловал жену и поинтересовался у дам, как прошел их день. «Сколько сейчас времени?» – вдруг спросила Кассиди. «Я думаю, что уже пора ужинать, по крайней мере, так думает мой желудок». Кассиди еще раз поинтересовалась, который был час, и удивилась, узнав, что было еще не так поздно, как она думала. Женщина поднялась и направилась к дому. Трейс пошел с ней, а Сабрина обещала догнать их. Но как только она надела чулки и туфли и свернула подстилку, то увидела приближающегося в фургоне Райлана. Она не ожидала его так рано, но подумала, что было очень хорошо, что ему удалось выбраться за город. Сабрина наблюдала, как он устало выбрался из фургона и медленно подошел к ней. Девушке подумалось, что он привез ей не самые хорошие новости. Мысль Сабрины напряженно работала. Даже в самых страшных снах она не представляла себя на кладбище рядом с маленьким гробиком. Таких маленьких гробов она не видела никогда. Малышка Мирабель умерла накануне днем. Кристал позвала Райлана. Пастор сразу же отправился к Элизе и помолился вместе с ней. Он оставался у нее столько, сколько было нужно. И все это время Кристал находилась рядом. Когда Райлану показалось, что ему уже можно уйти, он сразу же поехал на ранчо за Сабриной. От услышанной новости Сабрина не заплакала. И по пути в город Райлан не стал обсуждать с ней случившееся несчастье. Он отвез ее сразу же к Элизе и смотрел, как она молча вошла в дом и села рядом с убитой горем матерью. Сегодня же небольшая группа близких Элизе людей стояла на кладбище, расположенном на окраине города. Райлан рассматривал собравшихся людей. Пришли доктор Эрц и Сабрина, но кроме них там были и те, кого принято считать отбросами общества. Хозяева и работники салунов, проститутки и некоторые из посещавших их мужчин. Все они стояли вокруг маленькой могилы. Райлана не просили говорить, но глаза всех присутствующих временами обращались к нему. Пастор подошел к Элизе и спросил: «Вы хотите, чтобы я что-нибудь сказал, Элиза? Может быть, что-то из того, о чем мы говорили вчера?» Элиза кивнула, и Райлан вернулся на свое место, чтобы обратиться к людям. «Спасибо вам всем за то, что вы пришли. Вчера мы с Элизой говорили о некоторых важных вещах, и я хотел бы поделиться этими мыслями с вами. У меня нет с собой Библии, но я могу сказать вам, что Бог придает огромное значение таким маленьким детям, как Мирабель. В псалмах записано, что наше тело созидается в чреве матери, и поэтому я знаю, что Бог наблюдает за жизнью малышей еще до их рождения. Мы, взрослые люди, можем сделать сознательный выбор, и мы ответим за то, как поступили перед Божьим Сыном Иисусом Христом. Что же касается таких младенцев, как Мирабель, то Бог понимает, что они еще не могут избрать или отвергнуть Его. Наш Бог справедлив и милостив. Он никогда не осудит и не изгонит такого крошечного ребенка. Поэтому я верю, что Мирабель находится сейчас с Богом. Не потому, что она была хорошей, но из милости Божьей. И я утешаюсь этим. Я надеюсь, что все, кто не уверен в том, что в вечности будет с Богом, не станут тянуть до завтрашнего дня, чтобы решить этот вопрос. Жизнь Мирабель оборвалась.
и мы будем скорбеть о ней, но у нас есть еще надежда». Райлан сделал краткую паузу. «Если когда-нибудь кто-то из вас захочет узнать больше о том, что я только что сказал, я надеюсь, что вы обратитесь ко мне». Вскоре люди начали расходиться, некоторые подходили к Элизе. Сабрина стояла рядом с ней. Она ни с кем не разговаривала и не знала, стоит ли ей остаться или уйти. В какой-то момент она подняла глаза и в отдалении увидела зэка и решила не молчать. «Зэк здесь», — сказала Сабрина прямо. «Вы заслуживаете лучшей жизни, Элиза. Уезжайте домой в Редмонд. Возвращайтесь к своему отцу. Вам не придется больше заниматься проституцией. Уезжайте из Токен-Крик и оставьте эту жизнь. И продолжайте искать Бога», — говорила Сабрина, хотя в горле у нее стоял ком. «И не останавливайтесь, пока не придете к нему». Наконец Элиза посмотрела на нее. «Мне очень жаль, что малышка умерла», — сказала Сабрина, не в силах остановить слезы, которые наполнили ее глаза. «Она была просто чудесной. Не дайте погубить себя. Мирабель не хотела бы этого для вас». «Я могу чем-то помочь вам?» – спросил Райлан Элизу после того, как Сабрина отошла в сторону. Женщина что-то ответила ему, но Сабрина не расслышала ее слов. Через мгновение Райлан подошел к Сабрине, взял ее за руку и повел прочь. «Я сказал Элизе, что вы поможете ей упаковать вещи». «Конечно. Помощь нужна сегодня?» «Нет, вы можете зайти к ней завтра и все узнать». Сабрина согласно кивнула и только теперь заметила, что Райлан ведет ее к фургону. Девушка оперлась на предложенную руку, чтобы забраться в него. Она и сама не помнила, когда в последний раз так сильно уставала. Ей хотелось только одного – лечь спать. Но девушка не сразу заметила, что Райлан везет ее совсем не в сторону дома. «Куда мы едем?» «К Джанет». «Зачем?» «Сейчас вы нуждаетесь в том, чтобы кто-то о вас позаботился». «Не нужно меня опекать, Райлан Джарвик!» Почти крикнула Сабрина, изо всех сил стараясь не расплакаться. «Я не шучу!» Райлан ничего на это не ответил. Он, конечно же, все понял, но при этом не изменил маршрута. Он вез ее к Джанет, Хезер и Бекки. Они сделают именно то, что нужно. «Вы знали об этом и ничего не сказали мне?» Прошептала Хезер, обращаясь к Джанет, как только хозяйка вернулась домой. «Нет, я даже не догадывалась. А вы уверены?» «Я же говорила вам, я никогда раньше не видела его таким. Даже после того, как она заснула в кресле, он все сидел и смотрел на нее влюбленными глазами». Джанет внимательно посмотрела на Хезер. Все это время она оберегала Сабрину, беспокоясь за ее безопасность, и даже не заметила, когда Райлан успел влюбиться в нее. «Они идеально подходят друг для друга», – наконец проговорила Джанет. «Идеально», – согласилась Хезер, стараясь говорить тихо. «И вы говорите, что она все еще здесь?» «Она на кухне вместе с Бекки. Он заставил ее пообещать, что она не уйдет до его прихода». И тут, как будто в ответ на их слова, обе женщины услышали стук в парадную дверь. Они также услышали, как из кухни вышла Бекки, продолжая тем временем говорить с Сабриной. «Я говорю вам, идемте со мной, Бри, это должно быть пастор Райлан». «Я иду», – сказала Сабрина, следуя за ней и понимая, что Бекки оказалась права. Райлан вошел в дом и поздоровался с обеими женщинами. «Ужин почти готов»,
сообщила Бекки. «Я мигом». «Спасибо, Бекки», – сказал он ей вслед. И тут же обратился к Сабрине. «Как вы себя чувствуете?» «Лучше. Сон пошел мне на пользу». «Теперь я могу хоть немного опекать вас?» – поинтересовался Райлан. «Сказать вам такое было ужасно невежливо с моей стороны. И теперь вы будете смеяться надо мной». «Вы были уставшей». «Но я все равно должна извиниться». «Я пошутил не для того, чтобы поставить вас в неловкое положение. И я действительно все понимаю». Сабрина посмотрела на него. Он был добрым, удивительно добрым. И чем больше времени она проводила с ним, тем больше он ей нравился. При этом она была уверена, что он никогда не ответит взаимностью на какие-то сильные чувства с ее стороны. Но ей было хорошо с ним. Его дружба была тем, в чем она нуждалась. «Вот вы опять», – сказал Райланд, стараясь говорить, как ни в чем не бывало. «Что опять?» «Непроницаемая по собственному желанию. Как я бы это назвал?» Сабрина в замешательстве нахмурилась. «Ваши глаза», – пояснил Райланд. Сабрина задумалась, после чего медленно спросила. «То есть вы хотите сказать, что я стараюсь скрыть свои мысли?» «Я не уверен. Иногда ваши глаза могут быть очень выразительными, а иногда не выдают ничего. Я полагаю, что вы делаете это сознательно». Сабрина снова задумалась. Она посмотрела на пол и сосредоточенно свела брови. Райлану захотелось рассмеяться. Она вела себя так, как будто его здесь не было. «Я не знаю», – сказала Сабрина вдруг, но тут их позвала Бекки. «Я действительно не знаю». Райланд засмеялся, но Сабрина неверно истолковала его смех и уперлась руками в бока. «Вы снова смеетесь надо мной?» «Нет», – ответил Райланд, продолжая смеяться, и Сабрина не поверила ему. Недовольно качая головой, она повернулась и пошла в сторону столовой. Она не знала, что именно упустила из виду, но была уверена, что она точно не заметила какую-то его новую шутку. Глава 13. «Много было людей на похоронах?» – спросила Джанет за ужином. Она почти ничего не знала о событиях того дня, но Райланд ввел ее в курс дела. Она искренне сочувствовала молодой матери, у которой произошло такое горе. «Человек 12», – ответил пастор, припоминая. «Я кого-нибудь из них знаю?» «Доктора Эрца. Думаю, что это все». Джанет повернулась к Сабрине. «А вы кого-то узнали, кроме врача?» «Нескольких человек. Некоторые из них – мои соседи. С одним из присутствовавших я познакомилась случайно». «А как это можно познакомиться случайно?» – спросила Хезер. Фета в тот вечер быстро заснула, и она смогла присоединиться к собравшимся за столом. Сабрина невольно улыбнулась. Как объяснить знакомство с Бреттом Тобаном такой женщине, как Джанет? Конечно, этот вопрос задала ей Хезер, но Джанет ведь прислушивалась к каждому слову в разговоре. Сабрина почему-то воспринимала Джанет как человека, который не сталкивался с изнаночной стороной жизни. Возможно, она и не была настолько изолированной от жизни, как это казалось Сабрине, но на всякий случай девушке не хотелось разочаровывать ее. «Сабрина!» – окликнул ее Райланд, и она вспомнила, что не ответила на вопрос. «Простите, Хезер, я как раз вспомнила о том, как я познакомилась с Бреттом». «Бреттом Тобаном?» – переспросила Джанет. «Да. Вы его знаете?» – спросила Сабрина удивленно. «Конечно! Он был клиентом нашего банка на протяжении многих лет. Он присутствовал на похоронах?»
Сабрина кивнула. «Откуда вы его знаете, Бри?» Хезер по-прежнему мучила любопытство. «Я встретила его, когда искала квартиру, и он приходит в магазин Джесси за покупками». Сабрине казалось, что она слышит себя как бы со стороны. Но она с облегчением поняла, что объяснить свое знакомство с Бреттом оказалось легче, чем ей казалось. Бретт проявляет большой интерес к Сабрине. Райлан не видел никакой проблемы в том, чтобы упомянуть это. Это причиняет Сабрине определенные трудности. «Как же вы с этим справляетесь?» – спросила Джанет. Сабрина не стала бы сама рассказывать об этом, но Джанет не казалась шокированной или расстроенной этим известием, как предполагала Сабрина. «Я просто все время ему отказываю». «Отказываете в чем?» – спросила Хезер с озабоченным видом. «Обычно он приглашает меня зайти в его бар «Кабанья голова» и что-нибудь выпить». Джанет уже открыла было рот, чтобы спросить девушку о том, а что же она делает около кабаньей головы. Но так и не спросила. Магазин Джесси располагался недалеко от упомянутого салуна. Кроме того, Джанет и сама понимала, что были детали, о которых Сабрина не говорила ей, чтобы лишний раз не заставлять волноваться. «Мне нужно кое-что сказать вам, Бри», – начала Джанет с серьезным выражением лица, откладывая в сторону вилку. «Я не хотела, чтобы вы переезжали в ту квартиру. Мне было страшно неприятно от того, что вы там живете, но именно благодаря тому, что вы там поселились, у нас появилась возможность поговорить с той бедной женщиной, которая потеряла ребенка, и я думаю, что это чудесно. Я думаю, что вы чудесная». «Спасибо», – сказала Сабрина, видя, как Хезер тоже утвердительно кивает головой. Девушка посмотрела на Райлана, стараясь понять, не он ли причина подобных похвал. Но он только улыбнулся ей. В этот момент, прежде чем кто-то из присутствующих успел что-то добавить, в столовую энергичной походкой вошла Бекки. Посмотрев на пустые тарелки, она предложила десерт. Никогда прежде Сабрина не была так рада видеть ее, как в этот момент, потому что благодаря ее приходу внимание присутствующих переключилось на кухарку. «Это так, как будто я еще раз уезжаю из Денвера», – молилась Сабрина, одеваясь в субботу утром. Она была благодарна Джанет за понимание и за то, что хозяйка мастерской дала ей выходной. «Я понимаю, что это не то же самое, но упаковывая вещи Элизы, я чувствую себя так, как будто я снова покидаю Келли и Дэнни. Я не хочу плакать. И я не хочу огорчать ее этим еще больше, Господи. Помоги мне думать о нуждах Элизы, а не о своих собственных. Помоги мне делать то, что нужно ей, и суметь объяснить ей, во что я верю. Я хочу, чтобы ты мог использовать когда-нибудь мое свидетельство, Господи. Помоги мне доверять тебе в этом». Сабрина собрала волосы на затылке и завязала их лентой, зная, что ей будет легче работать, если волосы не будут падать на лицо, и вышла на улицу. На память ей пришла Мирабель, но Сабрина постаралась прогнать из своего сознания образ крохотного личика. Она не знала, каким будет этот день, но чувствовала, что веселого будет мало. «Вы хотите продать что-то из вещей перед отъездом?» – спросила Сабрина Элизу после того, как они в течение часа усердно собирали ее нехитрое имущество. Райлан предложил Элизе сразу же купить билет на поезд. Женщина заметила, что пастор был влюблен в Сабрину. Она увидела это по выражению его глаз, но не знала, какие именно у них были отношения.
Элиза не знала, хочет ли он, чтобы люди узнали об этом. «Нет», – ответила Элиза. «Сегодня я упакую вещи, а утром поеду». Сабрина не была рада этому. Она думала о том, что чем дольше девушка пробудет в городе, тем меньше шансов, что она вообще уедет отсюда. «Вы возьмете что-нибудь из кухонной утвари?» – спросила Сабрина. «Нет, возьмите себе все, что хотите, а остальное оставьте». Сабрина продолжала раскладывать вещи, не зная точно, что больше всего может пригодиться девушке в будущем. Она просто хотела помочь, чем только могла. А что она здесь делает? Сабрина повернулась на звук мужского голоса и приказала себе оставаться спокойной. У нее было искушение наброситься на зэка с железной сковородкой. Но она знала, что это было бы неправильно. «Иди прочь, зэк», – проговорила Элиза устало. «Я сказала тебе, что уеду, и я уеду». Мне нужно поговорить с тобой. «Нет, уходи и дело с концом». Сабрина не хотела вмешиваться. Она заставила себя повернуться к ним спиной. Она складывала одежду на кухонном столе и не видела, с какой стороны был нанесен удар. Мгновение, и она без чувств лежала на полу. От неожиданности на протяжении секунд 10 Элиза никак не реагировала. Она в ужасе смотрела на результат подлого нападения зэка, после чего начала кричать. «Что ты наделал? Она моя подруга! Она помогала мне! Убирайся из моего дома, не попадайся мне больше на глаза!» Зэк никогда не видел ее в подобном состоянии. Она схватила стул и угрожающе двинулась в его сторону. Элиза, я хотел только поговорить с тобой. Попытался договориться с ней зэк, но Элиза ничего не желала слушать. Она вынудила его выйти из дома и хлопнула дверью за его спиной. Затем она бросила стул и стремглав побежала к Сабрине, молясь впервые за много лет. «Прошу тебя, Боже, только не красотка! Не дай ей умереть, все что угодно, только не это!» Сабрина почувствовала на лице холодное прикосновение и с трудом открыла глаза. Ее голова была будто сжата в тисках. Испугавшись, она резко дернула головой, но оказалось, что ее держал не зэк, а Элиза. «Ой, ты жива! Ты жива! Я думала, что он убил тебя!» «Что случилось?» – спросила Сабрина, ощупывая затылок и надеясь, что он не отвалился. Она чувствовала себя, как после сильного похмелья, но при этом она знала, что уже давно не брала в рот ничего спиртного. «Ну вот, садись!» Элиза помогла девушке сесть, и Сабрина оглядела комнату. Она встряхнула головой, но тут же поняла, что совершила большую ошибку и слегка застонала от боли. «Он ушел?» – спросила Сабрина, наконец вспомнив, что случилось. «Да, я выгнала его!» Сабрина поднялась и собралась вернуться к работе. Элиза наблюдала за ней, все еще стараясь осмыслить то, что она знала об этой девушке, а также то, что произошло только что. Ей было страшно покидать Токен-Крик, хотя она и знала, что здесь ее не ждет ничего хорошего. Теперь же ей захотелось уехать и как можно скорее. Отбросив печальные мысли, Элиза энергично взялась за дело. Она не хотела дожидаться завтрашнего дня. Был один поезд, который отправлялся после полудня. Если она поспешит, то успеет сообщить об этом Райлану и сможет сесть на этот поезд. «Кланси, осторожно!» – сказала Сабрина, наблюдая за тем, как малышка взбирается по лестнице на складе. «Не упади». «Я не упаду». Сабрина хотела остаться и проследить за ней, но в магазине было полно народу.
Она взяла корзинку для яиц и скалку и вышла, чтобы обслужить женщину, которая ждала эти предметы. Казалось, что у каждого посетителя особый заказ. Джесси провела всю вторую половину дня, наклонившись над каталогом. Два мальчика, которые гонялись друг за другом по магазину, опрокинули бочонок с земляными орехами. И Ханна была крайне недовольна, когда ее попросили собрать орехи. У Сабрины болела голова, и ей было нелегко удержаться от того, чтобы каждые несколько минут не оглядываться на часы. Она не могла вспомнить, когда в последний раз ей так сильно хотелось, чтобы день поскорее подошел к концу. «Вы готовы ехать?» – спросил Райлан у Элизы. Они встретились на железнодорожной станции и сели на скамью у стены. Вещи Элизы стояли рядом у ее ног. «Да, я готова». «А где Сабрина? Я думал, что она придет сюда». Она уже попрощалась со мной. Джесси рассчитывала на нее сегодня, и поскольку мы все упаковали, она пошла на работу. На мгновение воцарилась тишина. Райлан купил Элизе билет, что было для него непросто. И теперь он хотел удостовериться в том, что женщина благополучно сядет на поезд. Вы боитесь, что Зэк будет вас преследовать? Спросил он после короткого молчания. Нет, у него никогда не было денег. Какое-то время он никуда не сможет дернуться отсюда. Кроме того, он не знает, откуда я родом. Хорошо. Рядом со своим отцом вы будете в безопасности. Смотрите за красоткой, Вдруг сказала Элиза. Зэк может выместить на ней свою злость. Вы полагаете, что он обозлился на нее с того первого дня? Да, и он трус. Он ударил красотку в спину. Райлан удивленно посмотрел на Элизу. Зэк ударил Сабрину сегодня? Да, и так сильно, что она потеряла сознание. Ей нужно уехать из этого района. Это не место для такой девушки, как она. Райлан был рад, что поезд пришел быстро. Ему нужно было многое обдумать, и чем скорее он проводит Элизу, тем скорее он сможет это сделать. Спасибо вам за все, Сказала Элиза, поднимаясь со скамьи, на которой они сидели. Поезд уже подъезжал к платформе. Никогда не забуду вашей доброты. Я буду молиться о вас, Элиза. А я обещаю, что обязательно буду читать Библию, которую вы мне дали, пастор. Райлан протянул ей руку на прощание. Он смотрел, как женщина села в поезд и оставался на платформе, пока поезд не тронулся, и она не помахала ему из окна. Ее лицо было по-прежнему печально, но при этом в нем ощущалась решимость. У Райлана было много дел, но он еще несколько минут просидел на скамье, прося Бога коснуться сердца этой женщины через свое слово и спасти ее для вечной жизни. У Сабрины не было сил даже для того, чтобы дойти до дома. Джесси закрыла магазин и попрощалась с девушкой, но Сабрина ушла не дальше кресла-качалки. Был вечер субботы, ей нельзя было оставаться здесь долго, но было так приятно просто сидеть и ничего не делать. Голова больше не болела, но Сабрина знала, что не может даже прикоснуться к выскочившей на затылке шишке. На прикосновение пальцев место удара отзывалось слишком сильной болью. Сабрина даже не представляла себе, каким именно предметом Зэк мог так сильно ударить ее, и как теперь она сможет расчесываться. Девушка сидела, задумавшись, но тут заметила Чесса Вика, идущего по Мейн-стрит. Она очень надеялась, что ему ничего не понадобится в товарной лавке. Если же ему что-то будет нужно, то придется ждать до понедельника. «Здравствуйте», – приветливо улыбнувшись, поздоровалась с ним Сабрина. Мужчина присел рядом с ней. А я как раз вас искал, Бри Мэтьюс. «Почему же?» Я пришел пригласить вас к нам на ужин. «О, спасибо».
произнесла Сабрина. Ей было очень приятно, но при этом она хотела быть откровенной с ним. «Я страшно устала, Чес. Вряд ли я смогу составить вам хорошую компанию». Вот и отлично. Если вы примете приглашение, то вам не придется готовить себе ужин. Сабрина согласилась. Она подумала, что это очень любезное предложение, и заставила себя встать с кресла. Но оказалось, даже ходьба по улице требовала усилий. К счастью, Чес всю дорогу развлекал девушку разговорами, и не успела Сабрина оглянуться, как они уже пришли к дому Виков. Чес открыл перед ней дверь, и первым человеком, которого она увидела внутри, был Фрэнклин. «Привет, Фрэнклин», – поздоровалась с ним Сабрина, после чего Чес предложил девушке располагаться и чувствовать себя как дома. «Миранде нужна помощь?» «Нет, она сейчас выйдет к вам». «Это моя лошадь», – заговорил Фрэнклин, поднимая маленькую деревянную игрушку. «Я назвал ее Квинси, как лошадь Трейса». «Мне нравится это имя», – сказала Сабрина. Это имя казалось ей знакомым. Должно быть, мальчик уже рассказывал ей о своей лошадке в прошлый раз, когда она была у них в гостях. Облокотившись и откинув голову на спинку дивана, Сабрина совершила ошибку. Место удара на затылке тут же отдало острой болью. Девушка повернула голову и устроилась удобнее, так, чтобы при этом продолжать смотреть на Фрэнклина и его лошадь. Скоро очертания комнаты слились в одно пятно. В какой-то момент перед ее глазами еще мелькнул смутный образ Хайди, зашедшей в комнату вместе со своей собакой. Но все это было уже как в тумане. Райлан смотрел, как Сабрина просыпалась. Он жалел о том, что его не было здесь, когда она пришла. Ему больше всего не хотелось, чтобы девушка подумала, будто все они сговорились против нее. Сегодня в конце рабочего дня Пит согласился принять большой заказ. Поэтому Райлан, зная, что освободится не скоро, попросил Чесса перехватить Сабрину, прежде чем она вернется в свою квартиру. К тому времени, когда Райлан навел порядок в конюшне и пришел к Викам, девушка уже крепко спала. «Я заснула?» – внезапно спросила Сабрина, проснувшись и резко выпрямившись. «Заснула». «О, нет, мне нужно извиниться перед Мирандой». «Даже не думайте об этом», – сказала женщина, входя в комнату с подносом. «Вы предупреждали Чеса о том, что устали. Вот ваш ужин». «Я проспала весь ужин?» – сконфуженно спросила Сабрина, испытывая неловкость перед ними. «Как я уже сказала, это не имеет значения. Мы все сейчас в другой комнате. Райлан побудет с вами, пока вы едите, а потом вы можете присоединиться к нам, и мы вместе приступим к десерту». Сабрина посмотрела вслед выходившей из комнаты Миранде, потом перевела взгляд на тарелку с едой. Она не сразу подняла глаза на Райлана, но когда она посмотрела на него, ее поразило выражение его лица. «У вас взволнованный вид», – участливо заметила Сабрина. «Так и есть», – согласился Райлан. «Элиза успела на поезд?» «Успела». «Я рада за нее». «Как прошел ваш день?» Он был долгим и трудным. Хорошо, что он закончился. Сабрина отправила вилку с едой в рот. Она еще не вполне отошла от сна, но уже очень явно ощущала, что голодна. «А вы случайно не видели зэка на станции?» «Нет, его там не было». «Он ударил меня сегодня со спины, и, насколько я могу судить, он при этом не был под действием алкоголя. И я бы не хотела, чтобы он поехал следом за Элизой, и мне бы очень хотелось, чтобы он просто исчез из города». «Как вы смотрите на то, чтобы жить у Джанет?» – спросил Райлан, чувствуя всю безнадежность этой просьбы, но все же в надежде, что девушка согласится. «Вы проводите меня до дома, верно?» «Конечно». «Я все же думаю, что в своей квартире я буду в безопасности.
сказала Сабрина совершенно искренне. В понедельник я схожу к шерифу Кадерли и доложу о том, что сделал Зэк. Зачем ждать до понедельника? Я полагаю, что завтра его не будет в участке. В участке шерифа всегда кто-то есть, и мы можем зайти туда по пути домой. Сабрина кивнула, зная, что сама она не догадалась бы до этого. Разве вы не голодны? Я умираю от голода, но мне немного непривычно есть, когда вы на меня смотрите. Райлан встал. Давайте пойдем на кухню, там вы сможете закончить свой ужин, а все остальные приступят к десерту. Слушая его слова, Сабрина задумалась, заботится ли кто-нибудь о самом Райлане Джарвике. Создавалось такое впечатление, что он все время заботится о ней. Но кто же заботится о его нуждах? А может быть, он не хочет, чтобы кто-нибудь заботился о нем? Некоторые мужчины не любят этого. Через пару мгновений Сабрина уже была на кухне. Ее приветствовали супруги Вик, и времени для дальнейших размышлений у нее больше не было. Вы утверждаете, что он ударил вас? Чем именно? Спрашивал Сабрину Льюис Варнер. Девушка обратила внимание на то, что он ничего не записывает. Я не видела этого. Он ударил меня со спины. Почему вы уверены, что вас ударил именно Зэк Мастерс? Он был единственным человеком в комнате, который мог это сделать. Кто еще находился в комнате? Элиза Нортон. Проститутка? Спросил Льюис, не скрывая своего отвращения. Да, ответила Сабрина тихо. Она подтвердит ваши показания? Она сегодня уехала из города. Как нельзя более кстати. Сабрина едва не посмотрела на Райлана. Она не знала, что такого она сделала, чтобы заслужить подобное враждебное отношение со стороны этого человека. Настолько явственно оно ощущалось. Какое-то время Сабрина продолжала неуверенно стоять на месте. В ее душе стал подниматься былой страх перед полицейскими, и ей приходилось прикладывать значительные усилия, чтобы побороть его. «Вы предпримете что-нибудь?» – наконец спросила Сабрина. Предприму? Я не знаю, что здесь можно предпринять. Мне приходится довольствоваться только вашими словами. Почему вы не доверяете словам леди? Спросил Райлан, стараясь скрыть возмущение, которое кипело в его душе. Льюис поднял на него глаза. Он знал, что шериф очень считается с пастором, но сам Льюис не разделял этого отношения. «Послушайте», – заговорил Льюис, переводя взгляд на Сабрину. «Я сообщу об этом шерифу Кадерли, но тот факт, что вы не явились сюда немедленно после происшествия, а также то, что кроме вас нет других свидетелей, создает некоторые затруднения для того, чтобы выдвинуть обвинение». Сабрина в ответ только кивнула и повернулась к дверям. Райлан последовал за ней. Как только они оказались на улице, он заговорил. «Что все это значит?» «Понятия не имею. Хорошо, что я успела немного поспать. А не то не знаю, как бы я стала реагировать». «Вы когда-нибудь сталкивались с ним раньше?» «Я видела его один-единственный раз. Это было в ту ночь, когда Зэк избил Элизу. Может быть, обо мне судят по тому месту, где я живу?» «Вот именно», – подтвердил Райлан. «Наверное, мне действительно стоит подыскать какое-то новое жилье», – согласилась Сабрина. «Я думаю, что все происходит к лучшему». «Я буду держать ухо востро, да и мимо ушей Джесси обычно тоже ничего не проходит». Сабрина не упомянула о деньгах. Она не хотела, чтобы ее жалели, но ей по-прежнему приходилось подсчитывать, во что обходится жизнь в этом городе. До сих пор ей удавалось сводить концы с концами, но оставалось еще много вещей, которые хотелось бы приобрести для своей квартиры. Если аренда будет стоить дороже, то совершать покупки станет для нее невозможным. Элиза отдала ей кое-что из кухонной утвари, и это было большой помощью. «Вы будете подниматься наверх?» –
спросил Райлан, и тут только Сабрина заметила, что они уже стоят около ее лестницы. «Да, спасибо вам за то, что проводили меня. Пожалуйста, увидимся утром». Сабрина поднялась по лестнице и почувствовала, что того краткого отдыха в доме Виков ей было мало. В эту ночь она будет спать, как младенец. «Продолжаете ли вы молиться о Токен-Крик?» – спросил Райлан прихожан на следующее утро, когда богослужение подходило к концу. «Помните ли вы об этом? Бывает так, что я не получаю никаких известий о происшествиях от шерифа Кадерли на протяжении нескольких недель, но в последнее время меня частенько вызывали в дома жителей нашего города. Вокруг нас много горя. Гибнут люди, которые нуждаются в наших молитвах. На прошедшей неделе у одной из жительниц города, женщине по имени Элиза, умер новорожденный ребенок. Малышка Мирабель была совсем крохой, и ей не было и 1,5 месяца. Элиза приняла решение уехать из города. И я все время вспоминаю о ней. Элиза взяла с собой Библию, и она знает, что я молюсь о ней. Мне хотелось бы, чтобы вы тоже вспоминали о ней в своих молитвах». После этого Райлан закончил собрание молитвой. Ему было непросто, он все еще чувствовал усталость после вчерашнего дня, но при этом он радовался тому, что рядом с ним люди, разделяющие его веру. Среди прихожан были несколько мужчин, а также Сабрина, которые встречались с молодыми из неблагополучных районов города. И он также знал, что другие верующие молятся о своем пасторе, и считал эти молитвы большим благословением. Когда Райлан вышел из-за кафедры, несколько человек сразу же подошли к нему и заверили, что будут молиться об Элизе. И Райлан подумал, что во всем мире не найдется лучше церкви, чем это. «Обнимите за меня мою маму», – со слезами на глазах попросила Мэг Паттинс. «Я желаю вам отлично провести время». «Так оно и будет, и мы отвезем твои подарки». «Обязательно расскажите, что Саванна растет и что ей очень нравится шляпка и маленький жилетик. Она надевает эту шляпку каждый день». «Я непременно все передам твоим родителям, и когда мы вернемся, то расскажем тебе все новости». Затем настала очередь Джеба. Он тоже обнял Мэг и поцеловал на прощание малышку. Брэд пожал руку Джеба и наклонился, чтобы поцеловать в щеку Паттинс. Брэд и Мэг пошли к фургону, но Брэд видел, что его жена была расстроена. «Тебе хочется поехать с ними?» «Немного», – произнесла Мэг дрожащим голосом. «Сейчас у меня мало сил, и долгое путешествие на поезде было бы слишком утомительным для Саванны. Но я так скучаю по родителям, Брэд. Даже не могу выразить, как сильно». «Мне жаль, что ты сейчас не можешь поехать, и жаль, что они не собрались ехать до того, как у нас родилась Саванна. Тогда ты могла бы поехать вместе с ними». «Без тебя?» – спросила Мэг, сильно удивившись. «Это же ненадолго, я бы не возражал». «Я бы не согласилась на это», – призналась Мэг. «Но сейчас мне больше всего хочется, чтобы они увидели Саванну». Брэд, понимающе кивнул. Он был ничуть не в лучшей ситуации. Его мать, хоть и жила в одном с ним городе, но из-за ее болезни получалось так, как если бы они жили в разных концах страны. Думая каждый о своем, супруги в молчании проехали весь путь до своего дома на Холден-ранчо. «Вы сейчас очень заняты?» – спросила Сабрина у Бекки в воскресенье вечером. «Не стойте в дверях!» – пожурила Бекки девушку, кивком приглашая ее войти. «Мой хлебный пудинг не удался». Сабрина показала женщине сковородку. «Что я сделала неправильно?»
Бекки посмотрела на непонятную массу и прикрыла рукой рот. «Вы смеетесь надо мной?» – сказала Сабрина, заметив этот жест. «Нет», – возразила Бекки, но все же не могла сдержать улыбку. Сабрина застенчиво улыбнулась в ответ, после чего Бекки стала задавать вопросы. А тесто было свежим? «Да, А вы его хорошенько взбили? да, И вы распределили его ровно по всей поверхности? да». А сколько яиц вы положили? Сабрина прикусила губу. «Кажется, я забыла положить яйца». Бекки одарила ее своим обычным сочувственным взглядом и сказала: И что мне только с вами делать? «В следующий раз я не забуду». Вы нашли себе другую квартиру? «Откуда вы знаете об этом?» Я много чего знаю. – ответила она, не признавшись, что у нее состоялся разговор с Райланом. Так вы нашли квартиру или нет? «Еще не нашла. Мне нужно будет утром поговорить с Джесси». Вам нужно переехать обратно к нам. Мы все хотим, чтобы вы жили здесь. Отчасти Сабрина хотела того же. Но все было не так просто. Она не могла жить у Джанет бесконечно, или, по меньшей мере, она так считала. «Спасибо, Бекки», – сказала Сабрина, заканчивая разговор и направляясь к дверям. Но Бекки не собиралась отпускать девушку с пустыми руками. Она упаковала ей корзинку с едой и повесила ее на свободную руку Сабрины. Глава 14. Райлан провел этот день в одиночестве. Он много думал о Сабрине, ему очень хотелось увидеть ее, но он не позволил себе поддаться искушению. Супруги Вик приглашали его на вечер к себе. Однако Райлан решил провести вторую половину дня дома в чтении Библии и молитве. Это не было для него чем-то необычным, но ему никогда еще не было так трудно сосредоточиться. С каждым днем Сабрина становилась все более дорогим его сердцу человеком, и он часто думал о ней. Он просил Господа не допустить, чтобы она встала между ним и Богом. Он просил сил, чтобы быть в состоянии контролировать свои мысли, и чтобы эта девушка не стала доминировать в его душе. Райлан долгое время изучал послание к Колоссянам и продолжал заучивать наизусть Псалом 143. В конце дня, уже укладываясь в постель, он радовался тому, что шериф сегодня не приходил за ним и что у него была возможность много часов провести наедине с Господом и восстановить свои силы, в чем он очень нуждался. «Вы слышали о каких-нибудь квартирах, которые сдаются в городе?» – спросила Сабрина Джесси в понедельник утром. Ничего нового с прошлого раза, когда вы спрашивали об этом, ответила Джесси. Что-то случилось? Мне нельзя больше оставаться на Виллоу-стрит. Там стало небезопасно. Стало? Переспросила Джесси, подняв брови. Сабрина проигнорировала эту реплику, и в тот день она спрашивала у всех покупателей, которые заходили в магазин, не знают ли они подходящего места. Никто ничего ей не посоветовал, но она сказала себе, что будет продолжать поиски. День тянулся очень медленно, мысли Сабрины вертелись вокруг поисков квартиры, а также письма, которое она должна была написать Денни и Келли. По дороге домой девушка шла, задумавшись, и не сразу заметила Зека. Он сидел на лестнице, ведущей в ее квартиру. Сабрина не могла понять, был ли он пьян, но он был определенно зол и хотел знать, где Элиза. «Убирайтесь с моей лестницы, Зек», – потребовала Сабрина. Отвечай на мой вопрос! Элиза уехала, и я не знаю точно, где именно она сейчас. Куда она поехала? Этого я вам не скажу. Зэк угрожающе двинулся прямо на нее, и Сабрина попятилась. Вокруг было ни души. Девушка бросила взгляд на окно Кристал. Окно было закрыто, но Сабрина все равно позвала ее.
И в этот момент зэк бросился на Сабрину. Она сопротивлялась ему изо всех сил, но на этот раз Элизы не было рядом, чтобы прогнать его, и зэк избивал ее до тех пор, пока Сабрина не упала на землю без сознания. Девушка медленно приходила в себя. Во рту она почувствовала привкус крови и земли. Она закашлялась, глотая воздух и пытаясь понять, что болело сильнее. Лицо или горло? Тут она уловила рядом какое-то движение и попыталась отстраниться. «Не надо, зэк», – пробормотала она. «Не надо». «Сабрина? «Кто это?» Кристал, что случилось?» «Пожалуйста», – прохрипела Сабрина, с трудом выговаривая слова. «Пожалуйста, найдите шерифа». Сабрина не помнила, насколько быстро ушла Кристал, просто в какой-то момент услышала удалявшиеся от нее шаги. Девушка сделала усилие, чтобы сесть, радуясь тому, что было еще достаточно светло, и она могла что-то рассмотреть перед собой. Она облегченно вздохнула, когда почувствовала, что за ее спиной была стена здания. «Хорошо, Господи, я сдаюсь. Что бы я ни думала о жизни в доме Джанет, я перееду туда. Если она согласится меня принять, я перееду». Сабрине показалось, что она молилась целый час, прежде чем пришел шериф, хотя в действительности прошло всего 5 минут. Сабрина подняла глаза на него, в них была немая мольба. «Кристал отправилась искать врача», – сказал шериф, ужасаясь тому, как сильно была избита девушка. Сабрина хотела поблагодарить шерифа, но не знала, хватит ли у нее сил произнести слова благодарности. И снова время для нее будто остановилось. Сабрина закрыла глаза. Ей хотелось заснуть, чтобы эта боль и образ зэка исчезли из ее сознания. Когда через некоторое время она снова открыла глаза, то увидела Тимоти с фургоном. Кроме того, с сиденья спрыгнул Райлан и подошел к ней. Сабрина не знала, ощущала ли она себя когда-нибудь в большей безопасности, чем в тот момент, когда его руки подхватили ее. И слышала ли что-либо более утешительное, чем его голос, уверявший ее в том, что все будет хорошо. Состояние Сабрины беспокоило Джанет. Вся шея девушки была изранена, но Джанет больше волновала не это, а то, что глаза у Сабрины потухли. Она выглядела измученной, совершенно измученной, но не хотела отдыхать, не закрывала глаза, чтобы поспать. Джанет и Хезер ухаживали за девушкой бережно и деловито. И когда Сабрина была умыта и лежала под одеялом, Джанет открыла дверь и впустила Райлана. После этого женщина села в углу кровати и стала слушать. «Привет», – поздоровался пастор, стараясь говорить тихо и опускаясь на придвинутый к кровати стул. «Я хочу задать вам только один вопрос. Это был зэк?» «Да». Райлан кивнул и больше ничего не стал говорить. Но тут заговорила Сабрина. «Простите меня», – произнесла она. Она так долго сдерживала эти слова, что они почти физически жгли ее. «За что вы просите прощения?» «Все это моя вина». «Почему вы так говорите?» «Вы все хотели, чтобы я переехала сюда, а я сопротивлялась. Простите меня». Райлан взял ее за руку. Ее рука, как и предплечье, была в синяках и царапинах, и он нежно держал ее в своей руке. «Никто не винит вас, потому что вы не виноваты. Я не хочу, чтобы вы продолжали так думать». «Я причиняю вам больше беспокойства, чем пользы». Эти слова
произвели странное действие на сердце Райлана. Он отрицательно покачал головой и сказал: «Это не так. Вы можете оказать мне одну услугу?» «Да». «Постарайтесь заснуть, а завтра мы еще поговорим». «Вы придете?» «Да». «Вы уверены, что у вас найдется для этого время?» «Уверен». «Не приходите, если будете заняты». «Хорошо», – согласился Райлан, зная, что им еще предстоит достичь взаимопонимания по ряду вопросов, учитывая то, как она воспринимала свое положение и этот случай. «Райлан», – проговорила Сабрина из последних сил, так как у нее сильно болело горло. «Что?» «Спасибо». На мгновение Райлан обеими руками взял ее руку. Сабрина посмотрела на него и закрыла глаза. Райлан услышал ее вздох и отпустил руку. Он и Джанет вместе вышли из спальни и закрыли дверь. Джанет стояла в коридоре, закрыв рукой рот. Она все еще была в ужасе от того, как теперь выглядело лицо Сабрины. О чем только он думал? Райлан мог многое сказать по этому поводу, но сказал только следующее. «Мне нужно сообщить Нейту, что это был Зэк Мастерс, поскольку шериф совершенно не знает подробностей. Почему доктор не может прийти сегодня?» «Его нет в городе. Его сосед сказал, что он вернется завтра». «Я зайду утром, если вы не возражаете». «Конечно, не возражаю. Заходите в любое время». Джанет проводила его до дверей, после чего еще раз заглянула к Сабрине. Девушка крепко спала. Сабрина проснулась среди ночи, не понимая, как ее тело может одновременно болеть в стольких местах. Она еле слышно застонала, пытаясь повернуться на подушке, и подумала о том, насколько близка она была к смерти. Это были не первые побои, которые она испытала в своей жизни, но так сильно ее еще никто не бил. Сабрина чувствовала, что она не сможет заснуть, если не сходит в туалет, но любое движение причиняло ей боль. Она уже почти смирилась с мыслью о боли, когда в дверях показался свет фонаря. «Мне послышалось, что вы проснулись». Это была Хезер. Она поставила фонарь на стол у кровати и посмотрела на Сабрину. «Я разбудила вас?» – спросила Сабрина. «Я сплю очень чутко, и я не закрываю дверь, чтобы слышать Фету. Вам нужно встать?» «Да». Вставая с кровати, Сабрина не один раз делала над собой усилия, чтобы сдерживать стоны. И это несмотря на помощь Хезер. Прошли напряженные 10 минут, прежде чем она снова смогла лечь под одеяло. И хотя на дворе стояла глубокая ночь, Хезер не ушла, а села на краю кровати и посмотрела на девушку. «Я считаю, что вы вели себя очень мужественно». «Почему вы так говорите?» «Если я не ошибаюсь, вы защищались». Так и было, но он был очень зол, а это придает мужчинам силы. «Не возвращайтесь туда, Бри!» – умоляла Хезер. «Я боюсь за вас. Я стараюсь доверить Богу вашу безопасность, но я не знаю, перенесу ли я, если вы снова туда вернетесь». «Я не вернусь, Хезер. Я не знаю, где найти жилье, которое я могла бы себе позволить, но туда я не вернусь». «Мы поможем вам», – сказала Хезер, зная, что они сделают все возможное, чтобы оставить ее у себя как можно дольше. «Может быть, Джесси что-нибудь предложит?» «Я только сегодня спрашивала у нее», – сказала Сабрина. Хезер едва не плакала. Выходит, что девушка уже начала искать себе другое жилье, но не успела найти. «Вы сможете заснуть?» – спросила Хезер. «Думаю, что да». «Хезер?» «Да». «Как вы думаете, у Тимоти будет утром время, чтобы съездить в мою квартиру и взять там Библию?»
Я думаю, что он это сделает. Я попрошу его». Сабрина поблагодарила ее, и Хезер тихонько вышла из комнаты. Служанка решила встать пораньше, чтобы с утра снова зайти к больной. Но когда она добралась до комнаты Сабрины, она оказалась пуста. «Господи, у тебя есть план для Райлана и для Бри», – тихо молился Чес. Они с Райланом были в гостиной Чеса. Дети еще спали. «Помоги нам доверять тебе в этом вопросе. Никто из нас не избрал бы этот путь для Бри, Господи, но твои пути совершенны. Главная цель – это твоя слава, Отче. Дай Райлану мудрости ясно мыслить и доверять тебе. У него может возникнуть искушение проявить поспешность и попытаться сблизиться с Бри больше, чем ей это нужно. Помоги ему помнить, что сейчас она больше всего нуждается в пасторе и друге. Возможно, она чувствует себя разбитой из-за этого нападения. А Райлан не сможет полноценно совершать свое служение, если не будет на страже своего сердца. Обрати это происшествие к славе твоей, Отче. Не допусти, чтобы свет свидетельства Бри среди живущих здесь людей потускнел. Помоги ей от всего сердца доверять тебе и понимать, как сильно ты любишь Зека и как сильно он нуждается в наших молитвах». Когда Чес закончил молиться, наступила очередь Райлана. Он начал с того, что поблагодарил Бога за то, что у него есть такой друг, как Чес, и за его доброе напоминание о том, что было действительно важно. Он закончил свою молитву просьбой к Богу руководить его сердцем ради других, более серьезных целей. Отношения с девушкой были для него чем-то совершенно новым, и, по правде говоря, он не знал, какой будет реакция самой Сабрины на то, что с ней произошло. Если она будет негодовать на Бога за нападение Зека, то это приоткроет в ней ту сторону, которую он не видел раньше. Райлан не думал, что она будет сердиться, но он ощущал гнев в самом себе. С одной стороны, ему хотелось, чтобы Сабрина оказалась такой, какой он ее себе представлял. А с другой стороны, он боялся оказаться ослепленным своей любовью. После молитвы некоторое время мужчины разговаривали. Райлан поблагодарил Чеса за то, что он согласился встретиться с ним в такое раннее время и без предварительной договоренности. Райлан уже собирался идти и подошел к дверям. Он не рассчитывал на то, что Миранда пригласит его остаться на завтрак, но она уже несла для них чашки с кофе. Он остался, напоминая себе, что Сабрина, возможно, все еще спит, и еще несколько часов не будет в состоянии общаться с ним. Сабрина стояла у печи на кухне, закутавшись в одеяло. Она пыталась нагреть воду для ванной. Все ее тело очень сильно болело, но еще сильнее ей хотелось снова почувствовать себя нормальным человеком. «Ну и ну!» – проговорила Хезер скороговоркой. «Не ожидала я увидеть вас на ногах так скоро». «Мне нужно принять ванну», – сказала Сабрина. «Я стараюсь не обращать внимания на боль». Хезер принялась помогать девушке, войдя в маленькое помещение рядом с кухней, в котором они обычно мылись. На улице стояла жаркая погода, и поэтому не было необходимости разводить огонь. Хезер достала полотенце и налила холодную воду в ванну, пока остальная вода грелась на огне. Наконец появилась Бекки, и, как ни странно, она не стала ворчать, а взяла на себя обязанности Хезер. Сабрина удивилась тому, как быстро ей удалось помыться и даже помыть голову. Она старалась не смотреть в зеркало, зная, что вид ее лица расстроит ее еще больше. Она была уверена, что после мытья боль усилится, но ради того, чтобы помыться, нужно было потерпеть. «Скажите мне, маленькая мисс», – проговорил Тимоти с другого конца кухонного стола, почему-то не принимая во внимание то обстоятельство, что Сабрина была на несколько дюймов выше его ростом. «Где мне найти вашу Библию?» Уже через час после этого разговора
Бекки и Тимоти вернулись из квартиры Сабрины и привезли ей не только Библию. Теперь Сабрина, переодевшись в свою одежду, сидела под окном маленькой гостиной с Библией на коленях. Дом вокруг нее жил своей жизнью. Время от времени к ней кто-нибудь заходил, чтобы справиться о ее самочувствии. Сабрина не хотела, чтобы вокруг нее было слишком много суеты, но, потратив все свои силы, чтобы одеться, девушке пришлось согласиться, чтобы Хезер причесала ей волосы, а Бекки приготовила завтрак. Зэк так сильно ударил ее по лицу, что у нее шатался один зуб. Но Сабрина поела немного каши, пережевывая пищу другой стороной рта. Сок, который она выпила, показался ей необыкновенно вкусным. И в данный момент она наслаждалась чашкой с ароматным кофе. Когда к ней зашел Нейт, она читала историю о Раав, записанную в книге Иисуса Навина. «Рад видеть, что вы уже поднимаетесь, но тем не менее вы еще выглядите так, что вам было бы лучше оставаться в постели», сказал шериф, присаживаясь рядом. Он выглядел обеспокоенным из-за ужасных синяков и царапин на лице и шее Сабрины. «Я должна признать, что мне лучше. Я не думаю, что постельный режим пойдет мне на пользу». «Вы можете рассказать мне, что произошло?» Сабрина так и сделала. Не упомянула она только о том, что всего этого можно было бы избежать. Она не знала, понимал ли шериф, насколько предубежденно отнесся к ее заявлению его заместитель. Но она не собиралась открывать шерифу глаза на этом. «Зэк был пьян?» «Этого я не знаю точно. Я не чувствовала запах алкоголя». «Мы продолжаем искать его», – сказал шериф. «Кто мы?» «Мои помощники и я». Тут у Сабрины возникло желание кое-что добавить к своему рассказу. Она боялась, что тот помощник не арестует Зека Мастерса, даже если ему представится подобная возможность. И все же она промолчала. Шериф не стал задерживаться, и это вполне устраивало Сабрину. Она, наконец, призналась себе в том, что совершенно обессилила, и она вернулась в свою комнату, чтобы поспать. «Как вы нашли меня вчера?» – спросила Сабрина у Райлана, когда он зашел проведать ее немного позже в то же утро. Она проспала почти 2 часа, после чего спустилась вниз, где и увидела пастора. Кроме того, ей сообщили, что к ней заходила и Джесси. «Мы с Тимоти передвигали диван для миссис Коннорвелл, когда она увидела Кристал». Сабрина кивнула, но при этом пыталась вспомнить, какую роль во всем этом играла Кристал. Раньше она никогда не жаловалась на забывчивость, но предыдущий вечер был в ее памяти как в тумане. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Райлан, продолжая удивляться тому, что девушка была на ногах и одета. И хотя она вошла в комнату очень медленно, он вообще не предполагал, что она встанет. «Не очень хорошо, но учитывая то, что меня едва не убили, мне не на что жаловаться». «Я полагаю, он хотел знать, куда уехала Элиза?» «Да, и я ничего ему не сказала, поэтому он просто продолжал меня бить». «Почему мужчины так делают?» Вдруг добавила Сабрина. «Почему мужчина чувствует себя настолько привязанным к женщине, что готов убить человека, лишь бы найти ее? Да и с ней он обращался крайне жестоко, использовал и избивал ее». «Это печально и непонятно», – отозвался Райлан. Действительно, если вспомнить, как Зэк обращался с ней, можно было бы подумать, что он никогда в жизни не захочет ее больше видеть. Но если учесть то, что она была единственным человеком в его жизни, которого он мог контролировать, или ему, по крайней мере, так казалось, то, конечно, ему не хочется потерять ее. Сабрина кивнула. Райлан сейчас говорил очень близкие ей вещи. Обладать контролем над чем-то или хотя бы полагать, что это так,
Все это придавало и самой Сабрине уверенность и чувство безопасности. Дэнни говорил с ней о том, что ей нужно перестать рассчитывать только на себя. Но это давалось девушке нелегко. «Вы злитесь на Зека? Он внушает вам беспокойство?» – спросил Райлан, напоминая себе о том, что сейчас Сабрина больше всего нуждалась в пасторе и друге, а не в ком-то другом. «Я бы не сказала, что я злюсь на него. Мужчины наподобие Зека мне непонятны, но мысль о том, что он стремится кого-то контролировать, совершенно для меня ясна. Я не могу сказать, что я не боюсь его, потому что я его боюсь. Он сильный, но я не очень беспокоюсь об этом». «Почему?» Дэнни говорил мне, что нет смысла волноваться обо всем, что может случиться. Он говорил, что просто нужно быть готовой принять все, что Бог посылает в мою жизнь, а если случится что-то, к чему я буду не готова, то я получу определенный опыт, и это поможет мне лучше справиться с подобной ситуацией в следующий раз. Это был хороший совет. Ему было бы приятно узнать, как хорошо вы его усвоили. Я надеюсь, что Зэк больше не вернется сюда искать меня. Вдруг сказала Сабрина, стараясь не прикасаться к избитому лицу. Это неплохо, что я надеюсь на это. Конечно, никто бы не хотел, чтобы подобное повторилось. А я надеюсь, что люди шерифа все же найдут его, и он не будет разгуливать по улицам. Я беспокоюсь об этом, призналась Сабрина. О чем именно? Что помощник Варнер не арестует Зека, даже если и найдет, и мне снова придется иметь с ним дело. Вы рассказали Нейту о том, что мы накануне заходили к нему в участок? Нет. Я подумала, что он не поверит мне, и я была слишком слаба, чтобы отстаивать свою позицию. Значит, он не знает, что всего этого можно было бы избежать. Сабрина отрицательно покачала головой. Она собиралась спросить Райлана, скажет ли он об этом шерифу, и Райлан бы обязательно ответил ей, что именно так он и поступит. Но тут, наконец, прибыл доктор Эрц. «Джанет сказала мне, что вы приходили сегодня утром. Кто же замещал вас в магазине?» Спросила Сабрина у Джесси, когда та снова зашла проведать девушку после работы. Я просто открыла магазин позже обычного, но после этого уже не могла отлучиться, потому что Джеб сегодня уехал из города. Это было очень мило с вашей стороны, но вы могли этого и не делать. Я ведь понимаю, что у вас есть магазин, который нельзя бросать. Джесси посмотрела на Сабрину так, как будто считала, что девушка говорила полную чепуху. Глядя на раны своей подруги, у Джесси было такое чувство, что она почти явственно ощущает ее боль. «Что мне с вами делать?» – наконец спросила Джесси. «Я хотела спросить, что вы будете делать, когда нет ни Джеба, ни меня?» «Как-нибудь справлюсь. Выздоравливайте поскорее». Сабрине хотелось сказать, что со стороны все выглядит хуже, чем есть на самом деле. Но, наконец, увидев себя в зеркале, поняла, что это было бы неправдой. Она выглядела избитой, и она чувствовала себя избитой. Синяки и царапины на теле уже были не такими болезненными, но лицо по-прежнему выглядело ужасающе. И если ей не хочется отвечать на многочисленные вопросы посторонних людей, то ей некоторое время придется провести в заперти. Как девочки? Они скучают по вас и спрашивают, когда вы придете. Я тоже по ним скучаю. Я сказала, что вы заболели, поэтому будьте готовы отвечать на их вопросы. Сабрине было неприятно, что Джесси обманула девочек, но отчасти она понимала ее. Как можно рассказать ребенку о подобной жестокости? При этом нельзя было сказать, что она была здоровой, поэтому определение «заболела» было, пожалуй, ближе всего к истине. Женщины еще немного побеседовали, и через некоторое время Сабрина почувствовала, что Джесси очень негодует по поводу этого нападения.
Сабрина понимала, что такое чувство было совершенно естественным. Но ей хотелось рассказать Джесси, что она не разделяет этого чувства. Однако женщины проговорили уже слишком долго, и Джесси уже пора было возвращаться, ведь девочки на это время были оставлены на попечение соседки. Сабрина проводила подругу до дверей, молясь о ней в душе и зная, что все разговоры о том, как она относится к зэку, должны подождать. «Когда вы заявляли о том, что зэк ударил Сабрину?» – спросил Нейт у Райлана, перебирая лежащие на столе бумаги. «В субботу вечером. Ваш помощник Варнер не нашел это заявление внушающим доверие, потому что Сабрина обратилась к нему не тот час же после нападения. Давайте обо всем по порядку», – начал Кадерли. «Выходит, что зэк нападал на Сабрину еще до того, как избил ее в понедельник, и она заявляла об этом, но никаких мер по этому поводу не было предпринято. Примерно так все и было. Почему Сабрина ничего не сказала мне об этом во время нашей беседы? Она боялась, что вы не поверите ей, поскольку это касается вашего подчиненного, и если бы я знал, что она так думает, я бы ее переубедил». Нейт встал и сердито нахмурился. Он видел изуродованное лицо Сабрины Мэтьюс, а сейчас узнал, что этого можно было избежать. Возможно, они не обнаружили бы зэка сразу. Пока что его не нашли, но, по крайней мере, они были бы предупреждены о возможной опасности. «Спасибо, Райлан», – сказал Нейт. Он больше не собирался обсуждать эту тему. Райлан повернулся к выходу. Он не боялся того, что помощник шерифа возненавидит его. Ведь, не выполнив свою работу, тот должен был ответить за это. Райлан был рад тому, что шериф Токен-Крик не безразличный человек и не закроет глаза на это дело. «Я могла бы шить вручную, Джанет». Сказала Сабрина, сидя в оранжерее в пятницу утром. Феты с ними не было. «Захватите какую-нибудь работу домой, если захотите». «Хорошо», – согласилась Джанет, которой очень хотелось бы руководить жизнью Сабрины, но при этом она знала, что не может этого делать. Джанет до сих пор с трудом сдерживала себя, чтобы не приказать девушке лечь в постель. «Когда мое лицо заживет, я смогу выходить на улицу и снова займусь поиском квартиры», – добавила Сабрина после этого. «Я думаю, что если я буду ходить и спрашивать сама, то от этого будет больше толку». «Джесси не предложила вам никаких вариантов?» – спросила Джанет, чувствуя, что ее начинает сильно колотиться сердце. Она убеждала себя, что не должна идти на любые меры, лишь бы оставить эту девушку у себя, но никак не могла успокоиться. «Нет, я совсем недавно спрашивала у нее». «Ну, вы знаете, что мы совершенно не стремимся избавиться от вас». «Это очень любезно с вашей стороны, Джанет, но я не могу жить здесь бесконечно. Вы не берете с меня деньги за аренду комнаты, и вы не даете мне помогать вам по дому». Джанет не собиралась менять свои убеждения по этому поводу, поэтому она попробовала новую тактику. «Давайте спросим у Райлана, как вам следует поступить», – предложила Джанет. Но она тут же увидела, что Сабрина слегка прищурила глаза. И женщина поняла, что из этой затеи ничего не выйдет. «Выходит, Райлан теперь отвечает за мою жизнь? Я не знала этого». Джанет изо всех сил старалась придумать, чтобы ей на это ответить. Но тут вошел сам Райлан и избавил ее от этой необходимости. «Вы как раз вовремя». Голос Сабрины был обманчиво мягким. «Я рада видеть вас. Я только что узнала, что у вас есть ответы на все мои вопросы». «Вот как?» – сказал Райлан, стараясь не спешить и заставляя себя не смотреть на Джанет. «Джанет убеждает меня, будто вы теперь в ответе за то, где я живу.
Я что-то не припомню, когда я передавала вам такие полномочия». Теперь Райлан все же посмотрел на Джанет, и женщина коротко пересказала ему содержание их разговора. Он хотел объяснить Сабрине, что имела в виду Джанет, но Сабрина продолжила. «Почему-то никто не хочет понять, что я нигде не буду в полной безопасности. Зэк хочет получить информацию, которой мы с вами обладаем. Вас он преследовать не будет, но если ему будет нужно, то он найдет меня, где бы я ни жила». Это не приходило в голову Джанет, но Райланд спокойно кивнул головой. «Джанет не хотела сказать, что я за вас отвечаю. Дело в том, что я как-то говорил ей, что могут быть какие-то варианты жилья, которые не приходили нам в голову. Никто не собирается заставлять вас снимать квартиру, которая вам не понравится. Я не собираюсь принимать за вас это решение. Вы вполне можете справиться самостоятельно. Но вы также должны понять, что мы не в восторге от того, что вас снова могут обидеть». Сабрина кивнула, почувствовав себя в глупом положении. Выходило, что она возмущалась без повода, но ей так совсем не казалось. У девушки было такое чувство, что Джанет была готова на все, что угодно, лишь бы оставить ее у себя, и это казалось Сабрине неразумным. Джанет была деловой женщиной, ее жизнь была наполнена многочисленными событиями, и Сабрина не понимала, почему женщина настаивает на том, чтобы девушка жила у нее, еще больше усложняя жизнь для хозяйки дома. «Я собираюсь поесть», – сказала Джанет, поднимаясь на ноги. «Кто-нибудь еще проголодался?» И Райлан, и Сабрина отказались от еды, и Джанет вышла, оставив их в оранжерее одних.